Мы продолжаем нашу тему защита от нападения с ножом. Ну и вначале хочется поблагодарить всех тех, кто пишет комментарии на эту тему. Но хочется также сказать вам, что не нужно оценивать эти действия по одному единственному ролику. Пожалуйста, почитайте, посмотрите, вернее, послушайте, что было записано в начале, потому что очень много вопросов тогда бы у вас не возникло, и вы бы не стали это задавать и это писать. Значит, первое, что я хочу сказать, еще раз хочу сказать, что ни в коем случае не нужно переоценивать те действия, которые мы показываем и демонстрируем. Это отнюдь не панацея от любого вооруженного нападения. И если вы можете избежать вот этой агрессии вооруженной, можете убежать, лучше убегайте. Если некуда бежать, есть что взять в руки, там, палку, стул, все что угодно, швырнуть какую-то тарелку противника и убежать, то обязательно это сделайте. То, что мы показываем, это просто действие последнего шанса, когда у вас безвыходное положение и бежать вам некуда. Получилось так, что вы оказались в таком опасном месте, в которое, может быть, даже не стоило приходить. Но раз уж так получилось, в течение обстоятельств, и вам угрожают ножом, не просто угрожают, а уже пытаются конкретно вас убить, то тогда, возможно, что-то из тех действий, которые вы отрабатываете в зале, из тех даже, которые показываем мы, помогут вам спасти вашу жизнь. Такое случается, поверьте, потому что, когда я только начинал заниматься карате, у меня тоже были разные сомнения по поводу того, насколько деятельна вот эта техника, насколько она может помочь. И это конец 70-х годов, два случая, которые в разное время я узнавал, они меня все-таки в этом укоренили, что нужно эту технику отрабатывать. Первый случай – это раньше по телевизору показывали такую программу, как «Человек и закон», и там была ситуация рассказана, как на одного мужчину в электричке в тамбуре напали двое грабителей, у которых был нож, так этот мужчина оказал сопротивление, каким-то образом у этого ножа обломал лезвие, и осколком этого лезвия отбивался от нападающих, да так, что одному нанес ранения, которые стали летальными. Ну и в частности, тема была, правомерна ли была такая самозащита, и этого мужчину оправдали. Это был первый случай. А второй, один из наших одноклассников принес книгу «Криминальная медицина». Ну, там разные ужасы там, и так далее. И там была фотография жертвы нападения с ножом, то есть уже неживого человека, и у него были изрезаны ладони. И там было написано, что жертва пыталась защититься, хваталась за лезвие. То есть, поскольку руки были все изрезаны, за лезвие человек хватался несколько раз, но тем не менее не знал, что делать. Так вот, хотя бы, если бы он что-то умел делать из того, что показываем мы, возможно, он бы остался жив. Поэтому я понимаю, что любое действие техническое можно оспорить, сказать, что вряд ли это получится, вряд ли вас кто-то будет так на вас нападать. Естественно, человек, который умеет ножом, владеет хорошо ножом, ножевым боем, и если у него есть задача вас этим ножом убить, он вам этот нож, я уже говорил, никогда не покажет, нанесет внезапную атаку, и вы не сможете защититься. Естественно, это будет просто убийство. Но, еще раз говорю, если это какая-то бытовая ссора, да, когда там неадекватный человек, там, или пьяный, или наркоман, или кто-то еще пытается или порезать вас, или как-то там ударить ножом. То есть он не специалист, он просто машет ножом для того, чтобы нанести вам вред. Вот тогда урон. Вот тогда то, что показывается демонстрация, вот против таких атак вполне эти действия рабочие. И я уже говорил, у меня было два случая, когда меня таким образом пытались или напугать, или ударить, или, может быть, даже убить ножом. Я не знаю, не спрашивал, какие были помыслы у этого человека. Но, тем не менее, оба раза мне вот как раз помогли навыки дзюдо и джиу-джитсу. Я отбил эту атаку, заломал руку и потом уже овладел оружием. Ну и в первом случае человек просто сам успокоился. Во втором вызвали полицию, приехала, упаковала этого человека и увезла. Да. Вот таким вот образом. То, что я хотел еще раз сказать, напомнить. Ну а сейчас мы покажем на основе бункай движений ката. Первое от ката – это хангетсу, выполняется двойное движение и захват. Второе движение – это будет канкудай, гидансу тууке, да, с последующей защитой. Как это можно применить в атаке от ножа?
даже. Ситуация, точнее, будет не атака, а именно угроза. То есть вам представили нож так, что он немножко вверх стоит, да, это важно. Вот, и что-то от вас требует. Первое, что мы должны сделать, во-первых, одновременно сработать и руками, и телом. Я буду делать медленно, чтобы было видно. Вот руки идут таким образом, и мы уходим с линии атаки. Да, и сразу же рука перехватывает за кисть, выполняет узел с транзитом, ударом локтем в челюсть. Далее задняя подножка. Мы через болевой забираем нож. И ситуация немножко другая. Итак, одновременно смещаемся и, защищаясь, обрабатываем руку, делаем удар. Задняя подножка здесь, болевой на кисть. Да? Это заставляет противника нож отдать. Если необходимо, можно его ударить. Да? Если такой необходимости нет, то этого и делать не нужно. Вторая ситуация похожая, но нож направлен прямо к вам. Да? То есть здесь можно попробовать это сделать, но нож может быть обоюдоострым, и тут уже в первом случае я работал по руке, по ножу не всегда это получится. Здесь предлагается такой вариант. Мы просто уходим вниз, прихватываем руку, прижимаем ее плотно к себе. То есть это положение, хочу сразу же сказать, мы долго не держим. Как только мы это сделали, у противника теоретически есть возможность как-то что-то ножом сделать, да? Но она крайне мала, потому что вы надежно прижимаете его руку к своей груди. И медленно прогибаясь, воздействие болевое на кисть. Далее мы уводим руку в сторону и такое же болевое воздействие на локоть. А следующим движением мы его бросаем, отделяем от оружия. Еще раз, все то же самое, немножко быстрее. Раз, два и три. Действие Уды Киминаги. Конечно. Ну и ситуация похожая, когда противник вас хватает за одежду и нож приставляет к животу, говорит там, деньги давали, что-то еще. Здесь движение такое. Уходим тоже с линии в сторону. Не на его руку, а мимо его руки. Да? Он меня не может удержать. Если я попытаюсь идти на него, да, тут именно мы, поворачиваясь, вот что делаем. Вот такое движение. Очень важно здесь идти таким образом. И одновременно двумя руками. Я прихватываю руку снизу, прижимаю его к груди. Здесь так. И воздействую на кисть. То есть здесь уже болевой идет на кисть. Это вариант Никаджо. Далее я руку веду вниз и иду на шиханаги. В реальности это делается быстро. То есть болевой вначале на кисть, потом на локоть, на плечо. Если опасный противник, то во всех трех случаях в этих местах рука у него будет повреждена, поэтому ни в коем случае резко не делать. Вот смещаемся в сторону, прихватили руку, воздействие на кисть, воздействие на локоть, бросили, достали, оружие у вас. Вот еще несколько действий, которые можно отрабатывать.